Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хочу вам предложить связать вот такой джемпер летний, вот таким нежнейшим ажурным узором, который называется павлиний хвост. Очень известный узор, очень красиво он смотрится в готовом изделии. У него, видите, такие фестонные края получаются, что по низу изделия, что по рукавчику, да. Очень-очень оригинальный и красивый узор. Но еще одно его самое главное преимущество, дело в том, что он очень легкий. Он подойдет, девочки, для мастериц, не имеющего большого опыта вязания. Кроме того, у него такая выкройка простейшая, что его свяжет действительно реально начинающие мастерицы. Итак, мои хорошие, как всегда в нашем мастер-классе сегодня вы увидите выбор пряжи, спиц. Мы с вами свяжем образец узора, рассчитаем плотность и начнем с вами составлять описание на несколько размеров. Сегодня у меня будут участвовать 4 размера: 44, 46 и 52, 54. Так получилось попетельно расположить раппорт. Раппорт узора довольно большой, 17 петель, поэтому на вот эти мелкие размерчики данный раппорт не подходит. Ну, на мелкие размерчики, я имею в виду на 48-50, здесь нужно, как-то, не знаю даже, как выйти из положения, затрудняюсь ответить. Итак, мои хорошие, давайте сейчас посмотрим выбор пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этот джемпер я выбрала пряжу Alize Cotton Gold. Полухлопковая пряжа турецкого производства. 100 грамм, 330 метров. И у нас состав идет. И состав 55% хлопок, 45 акрил. Так, в общем, хорошая очень пряжа. Я ее часто рекомендую. Мне она нравится. У нее богатая гамма цветов. В общем, широкий спектр. И вот так выглядит наш узор. Я знаю, что название его в народе павлиний хвост. Очень красивый узор. Он бывает разных, как говорят, количество петель разное. Но суть вот таким фестонным краем. Суть от этого не меняется. Закругленный край. Очень красивый узор и очень он простой и легкий. То есть при небольшом усилии мы получаем слишком красивый результат, скажем так, да? Девочки, очень нравится узор, действительно простой. В принципе, даже начинающие девочки, которые только пытаются научиться вязать джемпера, я и не говорю о том, что они учатся вязать петли, да, а вот уже как бы более какие-то осознанные такие вещи серьезные хотят связать, можете попробовать. Это может быть как полноценный топ без рукавчиков, так и джемпер, да, с рукавчиками. Выкройка наипростейшая, очень хороший получается мотивчик, не слишком просвечивает. В общем, на лето бесподобная будет вещица, будет дышать. И будет очень красиво, эффектно смотреться. Я считаю, этот узор, он будет еще долго-долго-долго популярен. Потому что он очень легкий и очень эффектный, красивый. Итак, давайте посмотрим схему этого замечательного узора. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. Очень простейшая схема. Как я говорила вам, 17 петель раппорт узора и 6 рядов в высоту. Все условные обозначения у вас перед глазами. Можете делать скрин экрана, сохранять схему. Так, теперь давайте посмотрим выкройку у нас. Выкройка тоже очень простая, как видите. Прямоугольнички у нас не вывязывается ни пройма, ни вырез горловины.
и даже здесь ни оката, ничего нет, да, то есть одни прямоугольнички, все по прямой вяжем, очень просто вяжется. Реально, девочки, при хорошем раскладе, если у вас есть уже и опыт вязания, и быстрота, скорость вязания, то вы свяжете за 3-4 дня такую красоту, то есть по-быстрому, да, и еще узор вы видели тоже очень простой. Описание, естественно, тоже будет очень простое. Смотрите, у нас размерчики будут использоваться, как я сказала, 44-46, 52-54 описание. И, в общем, вот это все по петельной выкладке, почему именно столько петель, как расположить узор, как вязать, сколько раппортов использовать, я рассказываю в конце видео, после того, как мы с вами свяжем образец. Все очень простое, как видите, да. В общем, все почитайте. Это описание я выкладываю всегда под видео. При сборке, значит, необходимо выполнить плечевые швы. Вот это по поводу. Так, и край горловины обвязать крючком, соединительными столбиками одним рядом, да. Ну, можно, хотите, как хотите, отделаете крючком, можно спицами как-то там рядочек один связать. Ну, в общем, девочки, это на ваше усмотрение, да. Вшиваем рукава, выполняем боковые швы, швы рукавов. Все почитайте, все как обычно. Как я, например, делаю швы, вы можете посмотреть в описании. Будет под видео выложена ссылочка на мастер-класс. Итак, давайте приступим к вязанию образца узора. Итак, у нас вот такая очень простая схема. 6 рядов в высоту, 17 петель в ширину раппорт. И мы с вами набираем 36 петель, 2 раппорта по 17 петель, 2 кромочные. И вяжем с вами первый ряд. Я показываю один раппорт, девочки, как вязать. Он очень простой, этот узор. Смотрите, я вяжу бабушкины петли, поэтому 2 вместе лицевой с наклоном вправо я провязываю, поменяв петельки местами. То есть у меня вот эта вторая поверх первой накидывается. А вы вяжите удобным для вас способом. То есть мы вяжем с вами раппорт узора 3 раза, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 3 раза. Затем делаем накид, лицевая. Еще раз накид, лицевая. Еще раз накид, лицевая. Накид, лицевая. Накид, лицевая, накид. Должно быть 6 накидов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все правильно. Дальше вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево. 1. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3. Связали. Это и был у нас раппорт узора. И второй раппорт повторяем также. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Затем вяжем накид, лицевая 1, накид, лицевая 2, накид, лицевая 3, накид, лицевая 4, накид, лицевая 5, накид, лицевая 6. Так, переборщили. В общем, 6 накидов, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все правильно. И далее вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Кромочную вяжем изнаночной петлей. Все. Смотрите, дальше у нас получается второй ряд. И все четные ряды мы будем вязать изнаночными петельками. Вообще все четные ряды вяжем изнаночными петельками. 2, 4, 6. Третий ряд у нас такой же, как и первый. Абсолютно одинаково вяжется. Смотрите. 2 вместе лицевой с наклоном вправо вяжем. Опять 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали так 3 раза и начинаем вязать накид, лицевая 1, накид, накид, лицевая 2, накид, лицевая 3, накид, лицевая 4,
накид лицевая 5 и 6 накид. Далее вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Раппорт связали. Теперь повторяем его снова. У нас с вами 5-й ряд, который вяжется изнаночными петельками. Все петли изнаночные, все. Весь раппорт 17 петель мы вяжем изнаночные. Так, ну, продолжаем вязать. Смотрите, 6-й ряд вяжем тоже изнаночными петельками. Так, у нас с вами связался раппорт узора полностью. Теперь повтор идет с 1-го снова по 6-й ряд. Сейчас я больше вязать не буду, достаточно длины образец. Вы, девочки, свяжите еще, можно 2 раппорта, как я, да, связать, потренироваться, красивый узор. И давайте сделаем влажную тепловую обработку. Следующее, что мы будем делать, и расчет плотности нам понадобится. Горячим паром обдаем наш образец и тянем его в разные стороны, и по горизонтали, и по вертикали. Вытягиваем его тщательно. Влажный, податливый он становится очень. Так, оставляем его в таком расправленном состоянии сохнуть. Итак, теперь давайте с вами измеряем ширину образца. Прикладываем нашу линеечку вместе с кромочными 17 сантиметров. Мы набирали 36 петель. 36 поделить на 17 сантиметров. Получаем плотность 2,1. Эту плотность надо записать, чтобы не забыть. Пишем в 1 сантиметре 2,1 петель вмещается. Теперь считаем вертикальную плотность, измеряем высоту образца. Поскольку здесь закругленный край, у меня получается в самой широкой его части 13,5, а в этой части 11,5. И поэтому берем среднее арифметическое, 13,5 и 11,5, это будет 12,5 сантиметров, правильно? 12,5 сантиметров. И смотрите, значит, у меня связано в образце, надо посчитать, сколько рядов. Будем считать раппортами. Я связала 3 раппорта. Нет, 4 раппорта. 1, 2, 3, 4. 4 раппорта связано по 6 рядов. 24 ряда. 24 ряда поделить на 12,5 сантиметров. Получаем плотность 1,9 по вертикали. Запишем, что в 1 сантиметре 1,9 ряда умещается. Вот так. Так, отлично. Теперь смотрим выкройку, считаем петли. У нас очень простая выкройка, девочки. Очень простая. У нас здесь не вывязывается ни вырез горловины, ни пройма. Одни прямоугольники, как видите, да? И мы сейчас с вами просто наметим, сколько петель набирать на тот или иной размер и как расположить раппорты узора. Итак, смотрите, значит, у нас что получается? На 44-46 у нас будет 50 сантиметров ширина, и на 52-54 у нас будет 58 сантиметров ширина. Так, и получается по набору петель 50 умножить на плотность, которую мы с вами определили по горизонтали, 2,1 петель, да?
Итак, считаем 50 на 2 и 1. Получаем 105 петель. Я написала 104, у нас получается, ну, в общем, 105, хорошо, 104 будет по узору ложиться. Так, и следующий размер 58 сантиметров на 2 и 1, получаем 121 петля. И теперь по узорам. Смотрите, 105 петель поделим на 17 петель, число петель в раппорте. Получаем с вами 6 целых раппортов. 6 раппортов умножить на 17, это составит 102 петли плюс 2 кромочные. Помните, я вам сказала, 104 петли надо будет. Вот. То есть не 105, а 104 петли. Одна петля ничего не решит, правильно? Второй раппорт, второй размер 121 петля, поделить на 17 петель в раппорте, получаем 7 целых раппортов. Да? 7 на 17, это 119 петель плюс 2 кромочные, вот эти наши 121 петля, которые нам и требовались. Так, отлично. Теперь давайте обратим внимание, сколько на вырез горловины придется. Ну, здесь 15 сантиметров получается. Ну, то есть 30 сантиметров, да? 30 сантиметров умножить на 2 и 1, получим 63 петли, девочки. 63 петли у нас будет на вырез горловины, и остальное, в общем, такой довольно широкий вырез горловины, да? И остальное, все, что осталось, это плечи. Ну, плечи тоже легко определить из общей суммы, из общего числа вычесть вот это число на горловину 63 и получите плечи. Ну, что я хочу сказать. 63 и, наверное, 62, потому что на первое у нас получается 62, потому что у нас четное число петель. Иначе на плечи невозможно будет посчитать, чтобы одинаковое количество получалось. Да? То есть, смотрите, на вырез горловины 62 петли, 104 отнять 62, получается 42 петли остается. Делим на 2 плеча, на каждое плечо 21 петля будет приходиться. Это первый размер. А второй там тоже 121, отнимаем 63 петли, получаем 58, делим на 2, 29 петель получается на каждое плечо. Так, хорошо, с этим определились. С рукавчиком, смотрите, половинчатые у нас размеры идут, то есть 16,5, ну это 33 и 41 сантиметр. Также переводим в петли с помощью плотности. Значит, 33 умножить на 2 и 1 плотность по горизонтали, это будет, девочки, 69,3. Ну, то есть я уже сразу вам скажу, 70 надо петель. 70 поделить на 17, это получается 4 целых раппорта, 4 на 17, то есть 68 плюс 2 кромочные, вот эти 70 петель. Понятно, да? И 87, ну это просто мы еще один раппорт добавляем по сумме, 70 плюс раппорт 17 петель, 87, да? Это на большой размер. И у нас рукав после планки, планочка у нас 2 ряда изнаночных петель всего составляет, и затем сразу идет наш красивый узор с фестонным вот этим краем. И здесь так тоже, как у спинки и переда, также будет 2 ряда планочка вязаться изнаночных петель. Так, то есть изнаночная гладь у нас получается здесь и здесь. А потом идет узор. И как и располагаются раппорты, я вам уже рассказала. Да? То есть друг за дружечком и кромочные у нас. Теперь, что касается вертикальной плотности. Обязательно всегда говорю об этом. Смотрите, вот у нас идет общая высота 54,5 сантиметра джемпера. Да? После планки 54,5 надо умножить на нашу вертикальную плотность 1,9. Получаем 104 ряда. Мы всегда округляем в сторону четного числа. 104 ряда. Мы будем с вами от планки вязать 104 ряда, а не сантиметрами мерить это полотно 54,5 сантиметра. Почему рядами? Объясню.
Дело в том, что после стирки изделие вытягивается. И вот это вот неприятное явление, когда мы запланировали одно, получилось другое, как раз заложено технологией вязания вот эту плотность, вертикальную, ну и горизонтальную, собственно, также. Вот, поэтому не игнорируйте, пожалуйста, эти моменты. Обязательно все вертикальные мерочки, которые у вас стоят на выкройке, обязательно переводите в ряды. Кстати, вот это число можно поменять, да, то есть 55,5 сантиметров получается общая высота изделия. Если вы хотите длиннее сделать, то вам надо вот эту мерочку просто поменять и перевести в ряды. Ряды очень легко переводить в раппорты. И считать не рядами, а раппортами, девочки. Вот, ну, смотрите, у нас в раппорте 6 рядов, да? Давайте с вами, у нас вот 104 ряда изделия, да? 104 ряда поделим на 6. Получим 17 раппортов целых. 17 на 6, это будет 102 ряда. И еще 2 рядочка вы свяжете, получается, ну вот первый и второй рядочек изнаночный свяжете еще дополнительно. Вот таким образом раппортами мы посчитали, сколько раппортов у нас будет целиком. И вязать, когда будете, тоже считайте раппорты, очень удобно. Рукавчик. У рукавчика то же самое. Высота рукава от планки 34,5. Тоже эту мерочку под себя обязательно отрегулируйте, поскольку рост у нас у всех разный, да? И также переведите в ряды. 34,5 сантиметра умножить на нашу плотность по вертикали 1,9 будет 66 рядов. То есть 66 рядов у нас от планочки вяжется. И также переводим в раппорты. 66 делим на 6, получается 11 целых раппортов. Очень хорошо и здорово получается. Надеюсь, было вам мое объяснение понятно. Просто элементарные, да, как говорят, арифметические действия, элементарные знания. В принципе, доступны даже в начальной школе все эти действия, вычитание, деление, умножение. Поэтому, я думаю, девочки, вы без труда разберетесь во всей этой арифметике и свяжете этот красивый, простейший джемпер, что узор простой, что выкройка простая, прям для начинающих в самый раз. Так, да даже если вы не начинающий, а уже давно вяжете, я бы себе такой джемперочек, ну, за 3-4 дня бы обязательно связал бы. Потому что, ну, красота, цвет можете выбрать любой, простота, очень просто вяжется. Вообще будете вязать, ни о чем не думая, просто на автомате. Вот эти все петельки вяжутся просто на автомате. Элементарнейший узорчик, простой, и в то же время это редкое сочетание, когда красота и простота создают такой шедевр. Это гений. Это гениальный узор. Так, ну все, мои хорошие, на этой позитивной ноте я заканчиваю наш мастер-класс. До новых встреч, удачи вам!